вас когда-нибудь бывало такое ощущение, что вас окружают одни идиоты? Это, конечно, немного высокомерно, но, думаю, у многих хоть когда-нибудь, но бывал такой случай, и вы ловили себя на такой мысли. И если с тобой никогда такого не случалось, то у меня для тебя плохие новости, мой друг. Вы самое слабое звено. Прощайте. А если вы все-таки признаете, что такое бывало, то не переживайте, вы не одиноки. В годах 80-х прошлого века ученые тоже стали задумываться, что с людьми что-то не так. Вроде бы всеобщий уровень образования в мире растет. Правительства заявляют о 100% грамотности населения. Но люди почему-то не умнели, а в массе своей все хуже и хуже справлялись с профессиональными обязанностями. Оказалось, что просто грамотности в современном мире уже недостаточно. Поэтому начал зарождаться новый термин – функциональная грамотность. Именно ее отсутствие и считают причиной большинства техногенных катастроф, связанных с человеком. Привет, друзья! Это Ленка. И сегодня я хочу поговорить об одной непростой, но очень важной теме. Особенно важной для молодых людей. Ведь у нас еще вся жизнь впереди. Перед нами открыт весь мир. И мы можем сделать этот мир лучше или уничтожить его ядерной бомбой. Мы будем рожать и воспитывать детей. И то, какими они вырастут, будет напрямую зависеть от того, что мы сами сможем в них воспитать. Невозможно вложить в ребенка того, чего не умеешь и не делаешь сам. И, конечно, если смотреть более приземленно, то от этого зависит качество и успех нашей собственной жизни. Многим нам в детстве родители и учителя говорили, что для того, чтобы найти хорошую работу и много зарабатывать, нужно хорошо учиться. Однако, всеобщая грамотность в классическом понимании этого слова обнажила тот факт, что школьное обучение не всегда дает на выходе компетентных людей. А что такое грамотность? Традиционно под этим словом понимают всего лишь умение читать и писать. Да, этим сейчас никого не удивишь. И этого явно недостаточно. А вы задумывались когда-нибудь о том, сколько разных слов в нашем современном языке для того, чтобы описать знания и умственные способности человека? Я вот недавно задумалась. Умный, разумный, мудрый, образованный, интеллектуальный, начитанный, грамотный, эрудированный, рассудительный, сообразительный. Ну что, сможете еще продолжить этот список? Пишите ваши варианты в комментариях. А как назвать человека, который окончил школу? Может быть, даже получил высшее образование? Читать и писать умеет, но смысла прочитанного текста понять и грамотно сформулировать не может. Их стали называть функционально неграмотные. Люди, страдающие функциональной неграмотностью, узнают слова, но не умеют декодировать язык, находить в нем художественный смысл или техническую пользу. Они не могут выделить главное или связать воедино несколько мыслей, разбросанных по тексту. Поэтому читатели и зрители из них никудышные. Они вас слушают, но не понимают, о чем вы говорите. Они, может, и хотят задать уточняющий вопрос, но не могут правильно его сформулировать. И тут уж вы его не понимаете. И ведь это могут быть образованные люди, по которым так сразу и не поймешь, что что-то не так. Некоторые исследователи считают, что функциональная неграмотность хуже даже обычной безграмотности, поскольку указывает на более глубокие нарушения в механизмах мышления, внимания и памяти. Можно взять папуаса из Африки, обучить его грамоте, и из него выйдет вполне смышленый человек, потому что в его голове все познавательные и мыслительные процессы протекают адекватно. А теперь хотите самое страшное? Как вы думаете, сколько в мире таких людей? В 2003 году доля граждан США, чьи навыки письма и чтения были ниже нормы, составила 43%. В Германии, если верить сенатору по вопросам образования, 7,5 миллионов человек, то есть 14% взрослого населения, можно назвать малограмотными. В 2006 году британское министерство образования сообщило, что 42%
не в состоянии достигнуть базового уровня знания английского языка. Ну что, посмеялись над загнивающей Европой? А теперь давайте посмеемся над собой. С 2000 года в России тоже собирают похожую статистику. При исследовании функциональной неграмотности тестируется качество понимания текста и присваивается один из 7 уровней. 9-летние российские дети демонстрировали великолепные результаты. Россия занимает первые места наряду с Сингапуром и другими странами-лидерами в сфере образования. Однако школьники лет 15 уже показывают одни из самых низких результатов в Европе на протяжении последних лет. Российские подростки доходят только до 2-го уровня понимания. Места в первой пятерке стабильно удерживают Австралия, Финляндия и Южная Корея. Обследование российских восьмиклассников в 2003 году показало крайне печальные результаты. Достаточными навыками чтения обладали только 36%. Из них часть учащихся были способны выполнять только задания средней сложности. Например, обобщать информацию, расположенную в разных частях текста, соотносить текст со своим жизненным опытом и понимать информацию, поданную в неявном виде. Способность понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, формулировать гипотезы и делать выводы продемонстрировали только, как вы думаете, сколько? Всего 2% российских учащихся. С тех пор почему-то в России не очень стремятся публиковать и обсуждать результаты тестирования, хотя оно продолжает проводиться каждые 3 года. Вы только вдумайтесь, 98% людей не могут правильно понять несколько строчек прочитанного текста. Сейчас этим людям 33 года. Скорее всего, они воспитывают детей, где-то работают, пользуются телефоном, хотя и не могут понять инструкции к нему. И вряд ли они увидят этот фрагмент ролика. Из-за того, что они уловили смысл еще где-то в начале и выключили видео уже на 3-й минуте. Так что если вы все еще смотрите этот ролик, поздравляю вас. Скорее всего, вы принадлежите к тому самому, исчезающему малому сегменту мыслящих людей. Но не сильно радуйтесь. Это не обязательно значит, что так и будет продолжаться. Функциональная неграмотность, разумеется, формируется не только в детстве. Она может настигнуть и вполне взрослого человека, которого поглотила рутина монотонного существования. Взрослые и старики утрачивают навыки чтения и мышления, если они не требуются им в повседневной жизни. В школе мы изучаем множество предметов, но когда старшеклассников тестируют на усвоение знаний, выясняется, что едва ли они могут вспомнить хотя бы 10% материала, пройденного в предыдущие годы. Появление функциональной неграмотности в развитых западных странах совпало с первыми ощутимыми шагами к переходу в информационное общество. В прошлом для успешной деятельности было достаточно окончить школу и получить определенные знания. Заучить то, что написано в учебниках. В современном обществе этого недостаточно. Новые открытия, новая техника, новая информация появляется так быстро, что ключевым навыком стали не знания как таковые, а умение найти нужную информацию и быстро ориентироваться в незнакомой среде. Этот навык в основном и разделил сотрудников на 2 группы. Одни посредственные. Нет, они хорошо выполняют рутинные задачи и повторяющиеся действия. Они усидчивые и исполнительные, но не могут того, чего могут вторые. Выполнять сложные операции, не имеющие готового алгоритма. Если человек способен находить новые пути решения задачи, если он может на основе разрозненных данных построить работающую модель, то он является функционально грамотным. Вот, например, вы предприниматель, берете себе в штат бухгалтера. Один идеально знает бухучет, все коды, дебет и кредит, и четко считает по книжкам, сколько налогов вы должны заплатить. А другой обладает смекалкой.
и может в написанном законе увидеть лазейку, возможность, как оптимизировать ваши расходы, чтобы вы заплатили меньше, и прибыль ваша была бы больше, но при этом по закону к вам было бы не придраться. А какого бухгалтера предпочли бы вы? И что еще отличает функционально неграмотного человека? Они избегают сложных задач, не имеют мотивации браться за что-то трудное и часто заранее уверены в провале. От любой интеллектуальной деятельности они пытаются отмазаться, ссылаясь то на насморк, то на занятость, то на усталость. Поэтому просят других людей объяснить им смысл текста или алгоритм задачи. Они испытывают трудности при выполнении любых инструкций, от ремонта ядерного реактора до банальных упражнений по шейпингу и сборки шкафа из Икеи. Такие люди часто открыто признаются, что не любят читать. А при попытке заняться чтением стремительно возникают психосоматические проблемы. Могут разболеться глаза, голова, сразу появляется желание отвлечься на что-нибудь более важное. Функционально безграмотные при чтении часто артикулируют губами или даже озвучивают прочтенное. Они не могут выстраивать и задавать вопросы к прочтенному материалу, не могут полноценно участвовать в дискуссиях. А на проблему, вызванную собственным непониманием, такие люди реагируют либо выученной беспомощностью «Ой, ну я же говорила, что у меня ничего не получится», либо наездом на окружающих, так как не до конца понимают, кто же все-таки прав, а кто виноват. Вы же точно когда-нибудь сталкивались с такими людьми, да? А может и в себе иногда замечали что-то из этого. Это повод задуматься. Вообще, кстати, давно было замечено, что люди с узким кругозором и неразвитым интеллектом не способны понять, что решения, которые они принимают, ошибочны. В их головах для осознания собственной слабости просто недостаточно данных. Талантливые люди, напротив, полны сомнений в своих силах. Этот эффект был экспериментально подтвержден в 1999 году учеными с кафедры психологии Корнельского университета США и был назван по именам этих ученых – эффектом Даннинга-Крюгера. Но какова причина функциональной неграмотности? И как с ней бороться? Тут ученые пока расходятся во мнениях. Но отмечено, что феномен функциональной неграмотности начал формироваться условно в 60-е и 70-е, в момент, когда телевидение стало цветным и массово распространенным. В России, по понятным причинам, этот процесс начался несколько позже. Однако психологи и педагоги в один голос твердят, что дети, рожденные после 2000 года, поголовно страдают от синдрома дефицита внимания. Не умеют ни учиться, ни концентрироваться, ни читать. Одновременно с этим наблюдается рост социальной дезадаптации. А что делают родители? Когда они устали и не хотят заниматься с ребенком, они суют ему телефон или планшет с мультиками. Лет в 5-6 в сознании ребенка уже должны быть сформированы какие-то приемы информационной самозащиты. Он умеет фильтровать информационный мусор и критично относиться к образам на экране. Но не в 1,5-2 года, а то и раньше. Ранний доступ к несущим удовольствие и релаксацию информационным потокам ведет к стремительной деградации и атрофии функций мышления. И если 40 лет назад ученые еще искали способ бороться с функциональной неграмотностью, то теперь они ищут пути взаимодействия с ней. Настолько диагноз стал всеобщим. Надо признать, что мы живем в мире функционально неграмотных людей. Я не хочу сказать, что мир создан ими, но во многом он создан для них. С интернетом у нас появилась масса возможностей обучаться, читать книги со всего мира, изучать программы мировых университетов. Но мало кто любит читать тексты, где много букв. Поэтому все стремится к первозданной, детской простоте и ненавязчивости. Реклама, уровень прессы, уровень литературы. Никаких длинных слов и наукообразных терминов. Будь проще и говори на понятном аудитории языке. Учат юных блогеров. Как будто они говорят не на русском, а на языке племени Химба.
Твиттер с ограничением в 140 символов, картинки в Инстаграм с небольшими текстами и, наконец, ТикТок. Квинтэссенция ярких, постоянно сменяющихся образов. Отделам рекламы и СММ-маркетинга нужны потребители. А кто еще может стать лучшим потребителем, чем функционально неграмотный человек? Пусть у этих людей низкий доход, но их миллионы. А из-за низкого IQ они легко поддаются манипуляциям. Например, подавляющее большинство кредитных должников – люди, которые не в состоянии правильно прочитать банковский договор, прикинуть порядок выплат и рассчитать сложный процент и собственный бюджет. Нищета порождает нищету, в том числе и в интеллектуальной сфере. Социальный разрыв увеличивается. Одни люди становятся все умнее, все ловчее и оперируют бесконечными потоками информации, а другие превращаются в бессловесный и закредитованный скот. Причем абсолютно по своей воле. Те, кто обладают функциональной грамотностью, могут строить сложные логические цепочки. Они адекватно понимают реальную ситуацию и делают правильные выводы. А те, кто не обладают, они тоже уверены в правильности своего видения ситуации. Но это их иллюзия, которая разбивается о реальную жизнь. Их планы не реализуются, прогнозы не сбываются, но они считают, что виноваты окружающие люди и обстоятельства, а не их неправильное понимание ситуации. Я не хочу никого обидеть. Каждый из нас иногда идет на поводу у своей лени и глупости. И я тоже. Просто помните, к чему все может привести, когда вместо книги, хотя бы художественной, вы листаете ленту TikTok. Когда задачу, кажущуюся вам сложной, вы откладываете на потом и забрасываете вовсе. Когда вместо игры с ребенком вы даете ему свой телефон. Ничего не бывает просто так. Все всегда связано. Но каждый раз вы можете проявить свою волю и вместо шага к деградации сделать шаг к развитию. И каждый раз, пересилив себя, вы будете делать свою жизнь лучше. И с каждым шагом вы будете становиться лучше тысяч других, которые сегодня этот шаг не сделали. И рано или поздно вас точно будет ждать успех. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, развивайтесь и до скорых встреч!